Меня зовут Элеонора. Мне 68 лет, и последние 12 лет я живу одна. Забавно, что когда достигаешь определенного возраста, люди считают, что твоя история окончена. Они думают, что самые важные моменты уже позади. Они думают, что ты все видел, все чувствовал, и что твое сердце успокоилось. Но я поняла, что жизнь не всегда следует таким благопристойным срокам. Некоторые из самых важных моментов в нашей жизни случаются не тогда, когда мы молоды, бесстрашны и широко раскрыты. Они приходят гораздо позже, тихо, неожиданно, иногда через самые незначительные, самые обычные события. Все началось со сломанного обогревателя. Был конец января, и холодный фронт прошел по нашему маленькому городку, словно незваный гость. Мой дом, хоть и крепкий, стар, как и я, и также подвержен периодическим отказам. На той неделе обогреватель просто сломался. Я пыталась выдержать это с помощью обогревателей и толстых одеял, но в конце концов холод пробрал меня до костей, и я не могла его игнорировать. Итак, я позвонил. Ничего особенного, просто ремонтная компания, указанная на местном сайте. Так я и познакомился с Томасом. Он приехал к полудню в серой куртке, припорошенной снегом, с тяжелым ящиком с инструментами в руке. На вид ему было лет 35, спокойный, аккуратный и профессиональный. Совсем не то, чего я ожидал. Его манеры были теплыми, но не слишком фамильярными. И он обратился ко мне с таким уважением, которое редко встретишь у людей моего возраста. Я провел его по узкому коридору к печи, извинившись за беспорядок, хотя утром уже убирался. Он тихо рассмеялся и сказал: «Не нужно извиняться. Я видел и похуже». В его манере говорить было что-то такое, словно каждое слово было тщательно подобрано, словно он понимал, насколько тяжела может быть тишина в пустом доме. Пока он работал, я заваривал чай. Отчасти по привычке. Я вырос, веря, что предложить чай – это самое меньшее, что может сделать хороший хозяин, но в основном это давало мне повод задержаться. Я не привык к компании, и прошло так много времени с тех пор, как кто-то наполнял тишину моего дома чем-то, кроме телевизионных помех или тиканья старых часов. После этого мы сели за кухонный стол, грея руки о разномастные кружки. Разговор шел непринужденно. Я рассказал ему о своем покойном муже, о двух взрослых дочерях, которые часто приезжали, но редко навещали, и о саде, который, казалось, я больше не мог поддерживать в себе. Он слушал, искренне слушал, с каким-то чуждым, почти снисходительным вниманием. Когда он наконец встал, чтобы уйти, он задержался у двери. «Если что-то снова пойдет не так, не стесняйтесь. Позвони», — сказал он. Даже если это что-то незначительное, улыбнулся. «Спасибо, Томас. Я думала, на этом все и закончится». Но на следующий день я нашла маленькую записку, засунутую в обогреватель. Она была простой. «Согревайся, Элеонора. У тебя прекрасный дом». В ту ночь я сидела в постели, держа записку, как что-то хрупкое. Я не была наивной. Я не надеялась на романтику. Я знала, что мир так не устроен, но дело было не в этом. Дело было в том, чтобы меня воспринимали не как чью-то мать или вдову, а как женщину, как человека, достойного внимания. В последующие недели я ловила себя на мысли, что в доме что-то еще сломается, просто чтобы у меня был повод снова позвонить ему. Но жизнь, в своей тихой жестокости, была идеальной, пока в одну февральскую субботу я не убиралась на верхней полке кладовки. Глупая, честно говоря, идея, и потеряла равновесие. Я неловко упала, сильно ударившись плечом о край столешницы. Ничего не сломалось, но боль. Простые вещи трудно. Я подумывала подождать. Но потом вспомнила его слова, пусть даже это была какая-то мелочь. Поэтому я позвонила. Он приехал через час, на этот раз не как ремонтник, а просто как человек. Он был рядом. Он помог мне перевязать плечо, вынес мусор без моей просьбы и на этот раз заварил мне чай. Мы снова сели, на этот раз тихонько жужжал обогреватель. Я поймала себя на том, что говорю ему то, о чем не говорила вслух годами. Какими одинокими могут быть вечера. Как тишина в доме иногда кажется громче любого звука.
Как я все еще носила старый свитер мужу холодными ночами не для тепла, а для воспоминаний. Он не перебивал. Он просто выслушал меня перед уходом. Он протянул руку и нежно положил ее на мою. «Ты не невидимка, Элеонора», — тихо сказал он. «Ты никогда ею не была». Я не плакала, пока не закрылась дверь. Проходили недели, и мы поддерживали связь. Не часто, но достаточно. Загляните сюда, там есть общий рецепт. Он не был частью моей жизни, как старые друзья. Он был чем-то новым. Не заменой того, что я потерял, а напоминанием о том, что я все еще здесь, все еще способен на связь, разговор, присутствие, и этого было достаточно. Иногда люди приходят в нашу жизнь не для того, чтобы остаться, а чтобы показать нам, что мы не исчезли, что мы все еще важны, что мы все еще можем удивляться даже в 68 лет. И, возможно, именно это придает жизни смысл.